Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и это новостной ролик по вселенной Райна, а если точнее, то по его грядущему клипу. На момент записи ролика название песни, которая будет использоваться, а также ее авторы, нам неизвестны, а на момент выхода ролика оно уже появилось. Клип будет называться To The Void, что примерно переводится как «в пустоте», и автором трека станет Тиджелор, официальный голос Дэрила и Наеуса во вселенной Реаниматора, а также его команда. Сам трек выйдет сразу же с выходом клипа, то есть в апреле, и из-за этого перевод может задержаться. Ну да ладно, сам клип, как вы уже давно поняли, будет посвящен пиратам Энда. Также он будет считаться приквелом, и что это значит? Правильно, его события будут происходить задолго до событий The Struggle. Если конкретно, то за несколько сотен лет с хвостиком. По идее, в этот промежуток времени еще даже не должна была родиться Церис, так как ей около 300 лет, а о создании Альянса Наблюдателей Края, скорее всего, вообще не должна идти речь. Но на практике это оказалось не так. На мой взгляд, клип планируется как первооткрыватель нового сериала, который будет посвящен наблюдателям Края, но в котором покажут развитие Энда, войну с Лансом и прочие события. Кстати, вы же помните мой ролик, который посвящен предыстории народа Энда? Если верить инсайдерской инфе, то текст, который я зачитывал, будет использоваться в этом сериале, и зачитываться леди Гвендолин. Это будет некое послание, что ведет зрителя в курс дела, но сейчас не об этом. В грядущем клипе нам покажут новые локации и новых героев, которые будут состоять в пиратском флоте, что назван флотом Орхидеи. Видимо, в честь цветка, что носит капитан кораблей. А капитана зовут Арабелла. И если верить синопсису, она Эндеркин, являющаяся вампиром. Если что, Эндеркин — это название гуманоидной расы Энда, что адаптируется как Эндерчел или Эндерлюд. Просто я не знаю, какое название лучше всего использовать. Судя по сливам, Арабелла и ее команда были немного не от мира сего. То есть, пока все путешествовали на драконах, они путешествовали на летающих кораблях, как во вселенной Звездных войн. И я даже не знаю, что лучше: в одиночку летать на живом существе, к которому рано или поздно привяжешься, или на корабле, но с командой. Ну, на ее взгляд, второй вариант лучше. В отличие от многих, я учитываю мнение персонажей. У Арабеллы есть своя команда подчиненных, среди которых можно отметить лейтенанта Перл Риппера, дракона-человека, который очень похож на эксперимент Ланса из Poison. Быть может, из забредших на болотах путников, Ланс пытался искусственно воссоздать существо, что сможет заменить в его армии дракона-людей по силе и долголетию. Но это не точно. Также в ее команду входили Flame Eye, Эндермен Пиромант и Перл, изгнанный Эндер Денсер. И да, теперь название этой расы официально подтверждено. В отличие от Арабеллы, эти двое не могут отхвастаться красотой скина. Ну, во всяком случае, Перл. Он слишком белый и за этот счет слишком яркий. Хотя не мне судить, ведь сам персонаж родился таким, он не выбирал, как ему выглядеть. Кстати, я не совсем понял один момент. Получается, если Flame и Перл являются близнецами, то они из одной расы? Хотя, если опираться на биологию нашего мира, то это не является обязательным фактором. Но не суть. Эта компашка путешествует на своем корабле по городам Энда, плывя по звездному небу и ища книги магии, в которых содержится информация относительно некромантической магии, борясь с теми, кто им противостоит, и набирая союзников, обещает дать им вечную жизнь. Они преследуют в принципе не самую плохую цель — вернуть искусство некромантии в эксплуатацию. Но неужели они хотят управлять легионами нежити? Просто, судя по синопсису, они и так без спроса мертвых воскрешают, тем самым увеличивая свою армию. Вот как вы считаете, может ли эта компашка быть причиной восхода или возвращения Херобрина? Типа, он же первый за многовековое время, кто привел нежить в центральные регионы материка Оверворлда. А может Арабелла вообще с ним работала? Загадки, но давайте не об этом. В синопсисе также говорится и о том, что некромантическая магия находится под запретом. Но под чьим? Я имею в виду, до Альянса Наблюдателей Края, Королевства Края были раздроблены. Или же все лорды единогласно приняли запрет на некромантию, что в принципе логично, потому что некоторые королевства на момент событий клипа будут находиться в Альянсе Наблюдателей Края. Либо же таймлайн этого клипа расположен уже после войны с Лансом. Ну или же во время войны. А значит, у нас есть шанс на то, чтобы еще раз увидеть его в облике Эндеркина. И есть и третий вариант. Какое-нибудь существо, которое связано с Краем, могло бы выдать себя за бога и запретить данный вид магии, чтобы не дать появиться оппонентам
оппонентам, которые были бы равны ему по силе. Да, я намекаю на Entity, ведь он один из немногих, кто является нераскрытым представителем расы Voidlinger, к которым относятся и драконы-люди, и даже Вексы. И вообще, давно пора внедрить этого старичка в сюжет. А теперь, что касается сюжета. Он, как мне кажется, будет немного запутан. Ну, потому что все, что нам показали, не представляет из себя того, что может повлечь за собой какой-либо конфликт. Но давайте рассуждать. Если судить по названию клипа, то его герои будут спускаться в пустоту. Пустота — это отдельный участок измерения Энда, и он никак не связан со звездой Незера. Поглотить звезду пустоты. Пустота — это владение Ланса. Он является лордом этого королевства. Получается, что герои будут воевать с Лансом? Ну, я надеюсь, что да. И все может происходить следующим образом. В Энде идет полномасштабная гражданская война, Ланс побеждает других лордов и захватывает различные крайние королевства. Чтобы его остановить, военачальник драконьего шпиля Церис организовывает альянс наблюдателей края из тех, чьи земли еще не пали или не имели кристалл, но сил альянса все равно недостаточно, поскольку в нем практически нет участников, которые пользуются летающими кораблями, и она направляет послания различным преступным группировкам. Это будет самоповтором клипа Goodbye, но я не вижу в этом ничего плохого. На зов прибывает капитан Арабелла с флотом Орхидеи. Церис пытается договориться с Арабеллой, и это ей почти удается. Арабелла ставит перед Церис очень жесткие условия. После того, как флот Орхидеи поможет наблюдателям, наблюдатели должны дать флоту разрешение на использование некромантических томов, проведение экспериментов с кристаллами, а также выдать все уже имеющиеся некромантические книги. По сценарной логике, между ними должен начаться спор, который приведет к тому, что пираты попросту улетят, но к середине клипа решат вернуться и помочь. Но насчет этого сюжетного твиста я не уверен. И в конечном итоге все приводит к тому, что пираты и наблюдатели начинают биться плечом к плечу с врагом, и в конечном итоге его одолевают. Хотя, знаете что, все, о чем я сказал, может быть и концовка клипа. Ну, потому что сам клип должен быть посвящен тому, как герои пиратствуют, посещают различные города, пугают и убивают жителей, захватывают книги о некромантии при помощи своей армии нежити и так далее. А вот в конце нам могут показать то, как пираты прилетели в вотчину Церис с целью захвата книг, а их встретили без вражды и попросили о взаимопомощи. Как тут устоять? Ну, что еще могу сказать по следующему клипу? Стоит обратить внимание на Арабеллу. На концептах мы можем видеть два ее образа: обычный и демонический. И мы знаем, что она является вампиром. При этом она чертовски похожа на Стеллу в зараженном облике. Получается, что демонический вирус берет корни из Энза. На мой взгляд, это слишком странно. Скорее всего, все проще. Когда-то Арабелла встретилась с каким-то Незеркином и получила ранение, в которое попали бактерии вируса. И из-за этого она стала бессмертным вампиром, что жаждет крови. И да, она, как и другие Энеркины, официально бессмертна. Но при этом ее можно убить. Думаю, она убила кого-то из близких и ушла в изгнание с целью обрести самоконтроль. Потом спасла Purple Reaper жизнь, угнала чей-то корабль и начала пиратствовать. А дальше по накатанной. В итоге она научилась себя контролировать и даже убирать свои рога. Но когда нужно применить мощную магию, она легко их призовет. И увы, она является эпизодическим персонажем. Во всяком случае, было заявлено о том, что она не появится в основной серии. А значит, либо она умрет в этом клипе, либо в сериале про наблюдатель края на войне с Лансом. Ну, либо исчезнет. И в принципе на этом все. Про друзей Арабеллы мне нечего сказать, за исключением того, что Эндерденсер очень любит использовать двуручное оружие, а флот Арабеллы будет намного меньше флота Ланса. Ах, да, могу еще сказать, что у ней есть действительно прикольный флот, флагман которого намного больше дракона из Эндервиш и Виас Денджи. Ну прям пипец как намного. Да таких кораблей я вообще никогда не видел в анимациях. Ну да ладно. И на этом я с вами прощаюсь. С вами был Алекс Кларк, всем удачи, всем пока, до новых встреч, пока!